Всем привет! Вы на канале Польза.ком, и сегодня в моем, как всегда, ультра быстром и ультра емком обзоре я расскажу вам о вещи, которую хотел купить уже год, но ввиду моих переездов и довольно ощутимой стоимости я откладывал этот момент до последнего. И вот я обжился на новом месте, и резонно у меня встал вопрос настольного света для моего подрастающего чада. Так как я постоянно стараюсь досконально взвесить за и против при любой покупке, а после этого найти лучшее и заставить себя это купить, мой выбор пал на фронтмена мирового производства осветительных приборов, а именно на фирму Philips. Но она в свою очередь сделала лампу, которую я сейчас перед вами распаковываю, совместно с ответвлением концерна Xiaomi направлением умный дом, а именно брендом Mijia. И правильнее всего назвать эту лампу Xiaomi Philips Mijia EOK 2. И как вы поняли, это второе поколение ламп с заботой о зрении нашего любимого бренда Xiaomi. И я считаю, что на данный момент это лучшее, что есть сейчас на рынке настольных ламп. Притом могу аргументировать почему. Первое, как ни странно, это цена. Я купил ее через посредника, который возит товары напрямую из Китая, и мне она с доставкой обошлась чуть меньше 3000 рублей. На Али такую реально купить за 3500 рублей. В долларах она вам обойдется около 60 долларов. И это очень лояльно, учитывая, что по внешнему виду это чистой воды премиум сегмент. Как видно по качеству упаковки, здесь Xiaomi пошли на жертву красоте в обмен на снижение стоимости. И это очень хорошо. Теперь быстро перейду к тому, зачем вы все это смотрите. А именно информации, как именно эта лампа уменьшает нагрузку на ваши глаза. И я до ее покупки, честно, даже об этом не задумывался. Я бы назвал здесь 4 основных способа для уменьшения нагрузки на глаза, которые взяла на вооружение эта лампа. Главное, что несмотря на то, что лампа LED, ее мерцание составляет всего 1,5%. Это основное. И это самое безопасное свечение, которое сейчас есть на рынке. Если это не так, вы можете меня поправить. Второе, это температура света в 4000 кельвинов, которая является оптимальной для работы. Да, она не идеальна для съемок, но это то, что необходимо для того, чтобы ваши глаза минимально уставали. Третье, это отсутствие контраста за счет использования фонового освещения. Как вы уже заметили, в лампе два источника света, и по принципу подсветки телевизоров у Samsung таким же образом подсвечивает пространство вокруг себя лампа. Четвертое, это автоматическая подстройка освещения в режиме отдельных функций. За счет использования фотоэлемента лампа подстраивает освещение при изменении окружающей освещенности. Проще, если вы настроили ее на определенную яркость при свете дня, она будет поддерживать эту яркость и вечером, либо при выключении света. Теперь немного характеристик самого железа. Как мы видим из описания на коробке, мощность основной лампы 4,2 Вт. Лампа фонового свечения 2,4 Вт. Всего лампа потребляет до 10 Вт. Как вы поняли, остальное питание уходит на поддержку лампы в экосистеме умного дома Mijia посредством выхода через точку доступа Wi-Fi в сеть. Яркость лампы просто поражает, потому что на максималках она выдает 1200 лукс на площадь в 40 квадратных сантиметров. Если было бы еще ярче, вас бы уже слепило. Блок питания размещен относительно вилки горизонтально, что не является особо мудрым решением, но как сделали, так сделали. Отличительным и крайне положительным моментом является инженерное решение по поворотному механизму головки лампы. Он абсолютно бесшумен и позволяет нам вращать головкой в любые стороны без особых усилий и звука. Весит 1 кг 100 грамм, притом из этого килограмма 500 грамм это противовес основания. Элементы сенсорного управления на самой лампе, как вы уже видели, это кнопка включения-выключения основного света, кнопка включения-выключения фонового света, который, кстати, не работает без основного, кнопки изменения 4 режимов регулировки яркости и, как я уже говорил, отдельная кнопка включения автоподстройки. Еще раз напоминаю, что температуру света в этой лампе менять нельзя. Провод питания довольно длинный, сделано все максимально качественно. Из индикаций есть индикации подсветки кнопок, собственно, и рядом с местом, где вставляется провод питания, есть индикатор Wi-Fi. Когда лампа ищет точку доступа, она, соответственно, начинает мигать. Когда нашла, мигать перестает. Управление через специальную программу в лампе, помимо всех ранее перечисленных функций, дает нам возможность программирования сценариев, установки таймера на отключение и включение. Сверху в лампу добавили функцию напоминания об отдыхе, то есть вы долго сидите, она вам напоминает моргание. Как вы уже поняли, всем, что есть в этой лампе, можно управлять через смартфон. Соединяется лампа стандартно с мифитом. Там у нее 3 основных режима. Это для обучения ребенка, это для чтения и для компьютера либо телефона. Дальше, если искать в настройках, есть настройки яркости самой лампы, то есть ее основного источника. В дополнительных настройках вы можете установить, чтобы в лампе автоматически ночью не включалось меньшее освещение, либо включалось наоборот. Также вы можете установить напоминание, чтобы каждые 40 минут лампа напоминала
напоминала вам о том, что вашим глазам нужно отдохнуть. Помимо этого добавилась функция изменения фонового освещения, то есть яркость вот этой задней лампы вы уже можете менять в программе. Там же вы сможете менять прошивку, ну и остальные плюшки, начиная от того, чтобы менять название, заканчивая тем, чтобы поменять локацию. Добавляется очень просто, главное подсоединить ее к вашему Wi-Fi, и вы можете пользоваться даже находясь где-то. Резюмировать бы я хотел тем, что на рынке сейчас море ламп. Я жил и без настольной лампы, но я в своем детстве не проводил столько времени сидя за столом, как современные дети. И если у вас имеется чадо, очень рекомендую позаботиться о его зрении заранее. Ну а если нет, полюбить себя и купить эту лампу для себя любимого. Ссылка на покупку будет, но это так, рекомендованная цена, просто чтобы вы видели, за сколько вы можете купить на том же Али. Также будет телефон человека, который помогает мне покупать товары из Китая, не только эту лампу, по максимально дешевым ценам. Вы же помните, что 90% того, что вы видите на канале, я покупаю за свои кровные и для себя. И пусть не особо много я экономлю, но для меня это ощутимо. Кто не подписан, подписывайтесь, за лайк, колокольчик, подписку и коммент к любому видео вы автоматически участвуете в розыгрыше на канале, который проходит каждый месяц 15 и 30 числа. Победителей высылаю Mi Band 3 или Honor Band 4 Run Edition. На канале минимум 3 обзора в неделю. Лампу очень советую. Следующий обзор на настольное зеркало от Xiaomi. Будет еще много интересного. Спасибо, что смотрите. Добра и удачи вам, дорогие друзья.